Получается, вяжу я большую игрушку уже для комплекта. И вот так у меня пока получается. Небольшое подключение, вступление перед тем, как вы начнете смотреть мой вязовлог плюс марафон. Организатором марафона у нас является Алена. Канал называется Алена Зелендинова. Также и ссылки на всех спонсоров марафона будут внизу под видео. Девочки дарят подарки тем участникам, которые выполняют всякие разные условия, вяжут красивые игрушки, поэтому проходите по ссылке, проходите по хэштегу 101 контент, то есть 4, смотрите видео девочек, поддерживайте их, ставьте лайки, пишите комментарии. Для них это будет очень приятно, и для каждой мастерицы это, конечно, очень волнительно, когда оценивают твою работу, смотрят, и каждый мастер ждет какой-то обратной связи, хотя бы небольшого короткого сообщения или также поддержать лайком. Вот. Поэтому мое видео начинается. Приятного просмотра и до следующего вязовлога. Всем огромный привет! Начало нового вязовлога плюс марафон. Сегодня у нас уже 29 октября. Начинается вторая неделя. И хочу показать вам начало процессов игрушек из полухлопка, так как за счет идет игрушки, те, которые снимаются и показывается процесс вязания. Я ночью уже начала вязать. У меня здесь заказ. Мне нужно связать чебурашку, отправить заказчице. Я сейчас покажу быстренько. Здесь я связала, у нас освещение отвратительное, на улице пасмурно. 2 ручки, 2 ушка маленьких и грудку. Вот начала ножку вязать. Так, дальше что у меня? С прошлой недели у меня на такой же стадии Хагрид. Ну вот, сегодня 29, 28 я вязала, пока я с ним не работала. Не знаю, когда начну. Может быть, вечерами каждый день буду выделять по часу, и чтобы сделать парик. Ну, здесь голова это самое долгое, наверное, будет. Самое долгое. Так, и какой еще у меня процесс тоже начался? Здесь я начала вязать игрушку для мастер-класса. Продолжение мастер-класса к держателям. Это я связала за ночь. Также вставлю маленький кусочек, я снимала, как я начинала, что игрушка связана в промежутке вот ночь с 28 на 29. Так что вот так вот. Вот такие вот у меня 3 процесса на данный момент на этой неделе. Надеюсь, эта игрушка закончится на этой неделе. Чебурашку я также свяжу на этой неделе. А Хагрид будет переходить как вымпел с недели на неделю. Вот такие вот у меня пока процессы. Там, может быть, еще что-нибудь начну. Посмотрю по настроению. И также у меня еще вяжутся мармеладочи. Но мармеладочи я в марафон не включаю. Я марафон их не включаю, так как у меня здесь есть много всяких разных заготовок, уже готовые игрушки. Немножечко затормозился процесс на последних игрушках. Обещала отправить в конце месяца, но, наверное, немножко задержу. Вот. Я их также продвигаю потихонечку, но в марафон я их включать не буду. Даже если игрушка начнется новая, я их в марафон включать не буду. Не хочу. Хочу что-то новенькое. Вообще, у меня расчет был снимать вязовлоги и поменьше показывать заказы такие большие, повторные. Так, чтобы было интересно смотреть, чтобы в вязовлогах были разные игрушки и поменьше повторов. Вот, пока на этом подключение заканчиваю. И до связи. У меня тут небольшие продвижения. Просто показываю процесс. Долго на нем зацикливаться не буду. Мастер-класс Екатерины Кузнецовой. Извиняюсь, Елена Кузнецова, и в скобочках написано Франк. Этот мастер-класс тоже такой популярный, миленький чебурашка получается. Я вяжу его из пряжи Газал Джинс, оттенок коричневый темный и также светлый. Все полностью Газал Джинс. Крючок 2,25. В мастер-классе пишут крючок 1,5. Ну там пряжа тоненькая, я так поняла, из пехорки вязали. Ну, у меня чуть больше, чем 10 сантиметров получится.
Переживала, что меньше 9 сантиметров будет и что не попаду с отчетом в марафон, но нет. Все укладываюсь. Знаете что? Я вот завидую тем девочкам, мастерам, когда они работают, и у них на рабочем столе все очень красиво, чисто. Вот как это можно назвать красиво, чисто и пытаться что-то отснять? Когда ты вяжешь вся в попыхах, и тебе еще нужно отчет какой-то снять, показать процесс, а у тебя вот эта вот гора куча, и это настолько устаешь, когда это все убираешь, потом обратно закидываешь. У меня вот наполнитель, который сейчас использую, эскизы мои, чай зеленый, крем для лица, почему-то тут он стоит, должен быть крем для рук. Мои процессы. Вот, что я вообще подключилась? Я начала еще одну игрушку, это погремушка. Это идет к набору, пока эскиз показывать не буду, чтобы вы не видели. Тут эскиз тоже игрушки, вот это вот. Хочу показать вам уже в готовом результате. Тут я тоже рисовала эскиз этой игрушки, и ребенок решил разукрасить. Он разукрашенный у меня теперь. Вот, одна готовая игрушка у меня готова. Чебурашка. Вот. Так что я ее закончила. И следующий марафон я прохожу. Ой, и что хочу сказать по поводу марафонов. Конечно, очень классно, интересно, но вот эти вот всякие отчеты, снять видео, показывать, что ты вяжешь, практически каждый момент ты что-то навязала, что-то отсняла, что ты собираешься взять, это не мое. Вот, надеюсь, я дойду до марафона до конца. Как бы в номинациях я также не участвую. Я как бы вяжу для себя, даю себе старт для снятия вязовлогов, потому что большой был перерыв. И поддержать девочек, посмотреть их видео, полайкать, написать комментарий, где смогу, где успеваю. И все. Так что марафон это хорошо для начинающих, кто хочет себя показать, кто хочет себя проявить. И для них вот эти вот марафоны очень классная идея. А те, кто уже вяжет, кому не хватает времени, марафоны, это, честно говоря, лишняя трата времени. Вот. Это мое сугубо личное мнение. Там уже каждый решает сам по себе. Ладно, пойду дальше работать. Показала, что процесс у меня есть. В общем, до связи. Всем привет. Новое подключение. Хочу показать вам готовую работу. Немножечко с марафоном не успеваю, но готовая игрушка одна есть. Она маленькая. Размер этой игрушки 10 сантиметров. Размер игрушки 10 сантиметров. Вот. Но в любом случае, следующая неделя марафона я выбываю. Мне нужно закончить срочно заказ, а эти игрушки я особо не то что афишировать не хочу, просто я их вяжу в темпе и, честно говоря, некогда про них снимать. А вязовлог обязательно, конечно, будет. У меня продолжение мастер-класса идет, который я вам сейчас покажу. Я готовлю серию мастер-классов и хочу вас потихонечку начинать уже с ним знакомить. Немного сюда отложим его. У меня тут целая корзина. Я вяжу комбо. Пока начала с жирафиков, так как у меня была упаковка оранжевого цвета, и долго, конечно, думать не пришлось. Так, я уже в прошлом видео говорила, что я хочу начать, сначала начинала это держатель для пустышки. Чуть позже я вам покажу ее в собранном виде, чтобы вы могли понимать, как она будет выглядеть. Вот, пока это основа для игрушки. Сделала девочку, есть еще однотонная игрушка такая, сейчас я вам покажу. Это был первый у меня первопроходец. Вот, жирафик. А можно делать и как комплект шортики, вывязывать маечку. Если для мальчика можно делать однотонную, либо сделать как девочку. Так, дальше. Дальше у меня тоже уже год я пытаюсь связать и воссоздать этот мастер-класс. Потихонечку начинаю воплощать. Я уже вязала такие погремушки в прошлом году. Начинала уже делать мастер-класс, но
я перешла на оптовые заказы, и все мои хотелки, все мои мастер-классы, все мои идеи застряли на одном месте. Но хочется уже наконец-то воплощать свои идеи и вязать. Это жирафик погремушка. Это еще не оконченный вариант, не законченный вариант. То есть еще будет продолжение этой погремушки, и я надеюсь, она вам понравится. И понравится и как комбо мастер-класс. Также можно будет в дальнейшем приобрести мастер-класс отдельно. Отдельная погремушка, отдельная игрушка и отдельный держатель для пустышки. А в комбо еще я собиралась сделать подвеску для коляски. Ну, посмотрим, как будет у меня со временем. Вот. Игрушка у нас получается 10, ну, 15,5 сантиметров вместе с рожками, а основная часть примерно 13 сантиметров. Вот, игрушки на игрушки безопасные, да, глазки на безопасном креплении. Это как бы бирочка. Здесь мы заканчиваем наше вязание, и чтобы было это аккуратно и красиво, решила сделать такие вот листочки. Сейчас эти листочки очень популярны у жирафиков. Мне очень нравится, как эта идея смотрится, и решила тоже сделать. Вот так это выглядит. Пока только я сделала детальки, еще не пришивала, выбираю место, как сделать и как будет красиво смотреться. На данный момент я пока тоже экспериментирую с глазками. Здесь размер номер 12 и с мордочкой. Ну, больше погремушка похожа на мальчика, но мне надо, чтобы было миленько и похоже было на девочку. Вот, дальше. Дальше у меня пока только туловище вяжется. Ой. Пока только туловище. Это туловище похоже, как и держатель для пустышки, только в большом объеме, и чтобы это смотрелся как комплектом. Вот. Надеюсь, я хотя бы саму форму туловища свяжу, и чтобы она уже была в этом вязовлоге. Так, что у меня еще здесь? Ну, здесь у меня только пряжа. Так, это мои хотелки. Хагрид у меня остался на том же варианте, и потихонечку продвигаем мармеладочки. Мне их нужно срочно отправить. Вот поэтому я в следующий марафон не участвую, но вязовлоги обычно будут выпускаться. Мне нужно срочно закончить и уже отправить все. Что мармеладочки ждут. Надо быстрее заканчивать этот заказ. Так, ну, надеюсь, я еще подключусь, покажу вам, что я связала, какие продвижения. Может быть, начну еще одну погремушку вот такую вот для формы, чтобы, ну, для вида, чтобы была девочка. И там уже посмотрим. Вот. Надеюсь, вам понравится. Все, до связи. Собралась собирать держатель для пустышки. Приготовила бусинки свои любимые. Пряжа, которую я обвязываю бусинки. Я очень люблю эту пряжу. Это фирма Коко. Где у нас бумажечка? Все вывалилось. Вита Коко. Мне она очень нравится. И я недавно узнала, что эта пряжа ушла из... прекратила свое производство. Именно это. И теперь надо будет искать что-нибудь похожее. Потому что я долго искала эту пряжу, чтобы начать вязать. И в итоге спустя год она исчезла из производства. Жалко. Цвета очень красивые, насыщенные, и вяжется с ней очень легко. Вяжу я эту пряжу крючком 1,25. Начинаю бусинки обвязывать, а заканчиваю крючком, по-моему, это 0,7 или единичка, фокус не ловит. Ну, вот. Этот крючок мне подарили, я когда заказывала пряжу микровелюр, там были такие наборы, ну, тоже удобно вяжется, но этот крючок немножко больше, чем вот этот вот. Ну, я их храню здесь, чтобы они были по настроению, выбираю. Так, теперь мне осталось выбрать вот держатели для пустышек. У меня остались, надо будет заказывать новенькие, наверное, сделаю звездочку. Такая нейтральная, для всех подходит. Можно вот это сердечко выбрать для девочки. Наверное, сердечко выберу, а для мальчиков оставлю звездочки. В общем, у меня вот так вот осталось для девочек 3 штучки. Остальное мальчики. Ну, вот это тоже можно для девочки взять. Я их заказывала на Алиэкспресс. Сейчас они подорожали. Надо ловить момент, когда сейчас начнется 11 пятница. Заказать таких вот.
Вот. Пойду вязать, позже покажу, что мне получилось. Всем добрый вечер. Я наконец-то закончила новый держатель для пустышки. Как игрушка, как грызунок. В целом используют их. Точнее, можно использовать. Но основная функция — красивый держатель для пустышки или грызунка. Так, ну, я думаю, более подробно я расскажу, когда я выпущу мастер-класс, когда будет несколько вариантов, потому что жирафик будет как и мальчик. Как мальчик, так девочка и в однотонной расцветке. Так что вот. Бусинки я здесь использовала для обвязки 16 миллиметров, а здесь 12 миллиметров. И для украшений можно использовать разные бусинки. Вот у меня есть в наличии, как их называют, ну, в общем, такие вот фактурные бусинки деревянные. А так у меня есть еще всякие сердечки, звездочки. Ну, это здесь уже больше по возможности и по наличию, что у вас есть, использовать. Ну, в целом можно просто использовать круглые бусинки для украшения. Также и посерединке можно использовать буковки, чтобы собирать имена. Вот. Так что на этом я сегодня с вами прощаюсь. Концовка вязовлога. И до новых встреч.